Друзья, всем привет! На днях мы узнали об одной истории, которая произошла месяц назад, и на сегодняшний день последствия этого случая отразились на одном ребенке. Если коротко, то в одной школе старшеклассники издевались над первоклассником, из-за чего он получил компрессионный перелом позвоночника, сейчас ходит в корсете. Эта семья живет очень скромно, мы хотим ее поддержать, приехать, познакомиться, узнать, чем можно помочь, и в то же время поднять очень важную тему — это буллинга, потому что таких случаев не должно быть, когда старшие издеваются над младшими. Именно об этом сегодняшний наш выпуск. Друзья, пожалуйста, поддержите нас, подпишитесь на наш канал, подписывайтесь на наши инстаграмы. Прямо сейчас мы начинаем. Алло. Ален, мы подъехали возле калитки. Хорошо. Сегодня минус 14, ощущается как минус 20. Видно, что старый дом, вон крыша зеленая. Наверное, делали какой-то ремонт, окна ставили, меняли. И вот, может быть, не хватило денег его обшить. Вот такой небольшой, я так понимаю, огородик у них здесь. Это палисадник. Палисадник. Переживаю, волнуюсь. А на курсе парканов? Нет еще. Здравствуйте. Вы не против, если мы поснимаем? Да нет. А я видел, что дом не обшит. Вы его купили, он уже такой был? Нет, мы его только начали обшивать. А раньше он каким был? Вот такой. А, вот такой. Ну, частями. А вы сами это делаете? Ну, вообще просим брата. Брата? Да, так сами все делаем. Ковры снизу. А он всегда застелен, то, что холодный пол. Вот пельмешки готовите? Будете сейчас сварим? Не, спасибо, мы сытые. Здравствуйте. Только Ну, недавно. здравствуйте. А куда тортик поставить? Наташ, Привет! Привет, Я Игорь. Кирилл. Очень приятно. Как у тебя дела? Нормально. Нормально? Чем занимаешься? Дело. Домашку? Просто Нет? примеры Занимаюсь. решал. Ага. В каком классе? Во втором. Во втором уже? Какие оценки у тебя в школе? Оценки ему сейчас пока не ставят, он на домашнем обучении. Вы на домашнее перевелись после вот этого случая. Да. Дома приходят 2 раза в неделю, занимаются с ним. Один учитель занимается, допустим, вторник она занимается математика, русский и Мгм. чтение, а в четверг она занимается математика, русский и окружающий. А долго еще на домашнем обучении? До конца года сказали. Пока мне ортопед сказал, что нужно носить корсет. Ну вот так как у него спина болит, и мы к врачам ходили и сказали, все равно А корсет МРТ носить. давно делали? Сразу же после травмы. А ты сейчас ходишь, болит спинка у тебя? Да. Ему трудно дается ходить тогда, когда он на улице. А, что в куртке Снег. скованность, да, снег. Ну ничего, сейчас скоро все пройдет, нормально все будешь летать, бегать, по горкам кататься, да? Куда бы хотел бы сходить? Где поиграть? В горном центре, где мы с мамой были. Там еще интереснее было. Мы ходили в Кидс. Батутов не было, он ходил, получается, по веревкам. Типа там как веревочный парк Да, да, небольшой? Не, пельмешки не будем, спасибо большое. Просто сейчас уже вечер, в другой раз обязательно. Ваша мама, да? Да. Живем с мамой, с сестрой. Угу. Вот. С сестрой и, получается, сестры сын, мои 2. Вы сами, местные, с Новосибирска? Да. И вы вот все время Я в этом здесь доме? родилась. А, в этом доме? Да, мама как раз переехали сюда, и я вот родилась. А муж у вас был Гражданский. гражданский? А вот вообще не поддерживать никак И связь с вообще вами? никак с ним не поддерживает. Он даже алименты ему не платят, приставы ищут, его ищут постоянно. Что случилось? Там пил, может быть? Нет, он не пил. Он просто дома сидел, я раньше работала, содержала нас 3. В общем, так получилось, что Да. разошлись. Даже на день рождения Кирилл его поздравлял, и он пообещал Кириллу, что он приедет. Вот после этого 3 года прошло, он так и ни разу. У него новая семья сейчас, не знаете? Нет, он у сестры живет М. в Челябинске. А ты с папой хотел бы увидеться? Хочет. Хочет, да? Да, потому что когда учительница эту тему задела, о том, что почему ты с папой не общаешься, вот он сейчас просто заплачет от того, что он его ни разу не видел. Что больная тема для ребенка. Да.
получается, он пришел в четверг после школы, говорит, у меня шея болит. Я говорю, от рюкзака, что ли, болит? Он говорит, нет, меня схватила девочка за шею, больно. Ну, я как бы, схватила и схватила. Ну да, он, там дурачится да. дети, ага. Потом на утро он сказал, у меня сильнее шея болит. Он ночью вставал, я ему дала нурофен попить, после чего он прошел, уснул. На утро он сказал, у меня шея болит. Я говорю, ну хорошо, Кирилл, останешься дома, я все равно пойду на беседу, говорю, и скажу, что ты из-за этого не пришел, что ты приболел шеей. У них перемена получилась, и Маша такая подошла, говорит, а почему Кирилла нету? А я ей в ответ говорю, Кирилл себя плохо чувствует, он не пришел, поэтому... А она такая мне в ответ говорит, а вашего сына таскали за руки и за ноги вчера. Может, поэтому? Я такая, а он-то мне ничего не говорит. И она так еще спокойно сказала, вот. Да, там Маша, она сама по себе общительна, она в магазине может встретить с бабушкой, и она вот разговаривает, говорит, что в школе происходит, там, просто поговорить. Пришла домой, спросила Кирилл, что случилось. Говорю, вот Маша сказала о том, что тебя таскали за руки и за ноги. Он сказал, нет, такого не было. Я говорю, одевайся потихоньку и пойдем с тобой, попросим камеру, если можно, посмотреть. Кирилл в это время стоял, смотрел. Я стояла, говорю, Кирилл, видишь, ты говоришь, ничего не происходило. Я говорю, тебя же несут? Он говорит, да, несут. Ну, всегда так со всеми поступают. Вот, видите, он ребенка перевернул. Как бы он сам конфликт этот сделал, что его понесли на руки. А конфликт до этого был. Пытались, как-то показать, что, типа, он все это начал. Да, я Кириллу сказала, говорю, ну зачем ты перевернул? Так можно и не делать было. Он перевернул это, что это? Он что это делал? Он защищался или что это было? Ну, они погоня за ним, бегали. Дети просто даже идут, и вот девочка идет, допустим, в женский туалет, и в это время просто девочка проходит, старшеклассница, раз, дала. Вы не знаете, прям били его кулаками, там ногами пинали его? Нет, его только на камере видно, что они ему руки заворачивали вот так вот, плюс на него наваливались в это время. Потом его просто тащили по полу, потом за руки, за ноги взяли его, тащили, он выворачивался в этот промежуток, и они его ложили, и снова брали по-новому и несли. Он в итоге вырвался, после чего он об стену стукнулся. И еще раз об стену стукнулся, потом там есть горшок цветочный, об горшок стукнулся, и они на него, вот в это время, они на него хватали в это время его. То есть он постоянно убегал, они постоянно и он не давали вырывался, покоя? Да. И сколько это длилось все? Перемена была самая большая, 20 минут. А он плакал? Там было видно, что плакал он в это время? Он у меня спокойный. То есть он просто в себе все держал и не плакал? Он просто кричал, он, конечно, испугался, что за ним бегут несколько постоянно, человек. Да. Понятное дело, что тебе обидно, но тебе нужно с этим как-то как-то принять, да, простить папу, что папа такой, и двигаться дальше. Пока ты в глубине это все держишь, вот эту всю боль, она и так и будет раздать. Тебе нужно просто папу простить, отпустить, и теперь ты глава в семье, ты мужчина. А я ему всегда говорю, ты с самого детства, с 3 лет стал помогать мне. Снег мы с ним чистили, и дрова и носили. Я рубила, он складывал. Как бы он это все умеет. А вы отношения не заводили после этого? Нет. Ну что, вам тоже тяжело, да, в новые нет. отношения? Да вообще как бы даже не пыталась. Какой у тебя урок самый любимый? Английский. Английский? Ничего себе. Ну, на самом деле, большая редкость, чтобы встретить детей, которые любят английский. Это очень круто, что тебе нравится английский, потому что сейчас наше будущее, оно связано только с английским, какими-то с компьютерами, с технологиями. Вот если тебе это все интересно, нравится, то в будущем у тебя прям большие-большие успехи будут. Друзья, сейчас в день началась Черная пятница. В этот день мы все с вами выбираем, что можно приобрести по выгодной цене. И чаще всего получается так, что получаем не совсем то, что действительно нужно. А вот на что следовало бы действительно обратить внимание, конечно же, это на саморазвитие. Любите ли вы вставать по утрам без чувства вины за потраченные впустую годы, достойно зарабатывать, занимаясь любимым делом из любой точки мира, и при этом делать этот мир красивее? В онлайн-школа дизайна Contented Черная пятница дает возможность выбрать важное, а именно купить бесценные знания по выгодной цене. Что выберете вы? Новую пару кроссовок или зарабатывать любимым делом?
Contented — это онлайн-школа дизайна. Про нее я уже рассказывал ранее, и некоторые наши подписчики уже учатся там, на курсе по моушн-дизайну. Школа учит самым востребованным направлениям, от фундаментальных курсов по графическому и моушн-дизайну до дизайна интерьеров и UX-дизайна. Мне нравится подход Contented к обучению. В школе работают практикующие дизайнеры, которые каждый день рисуют, рендерят, создают, в общем, работают в настоящих проектах. Там только актуальные и современные знания, без воды, а еще и поддержка 24/7 и честная обратная связь, которую вы не получите при просмотре обучающих роликов в интернете. Черная пятница в Contented — это скидки до 60% на онлайн-курсы дизайна, плюс подарки при покупке, а именно больше 300 инструментов для дизайнера и курс «Дизайн-кругозор». Сейчас самое время действовать, пока есть крутой шанс инвестировать в знания с большой скидкой по промокоду МЕДОВ. Торопитесь и оставляйте заявки по ссылке в описании. Вы когда видео смотрели, что вы вообще думали по всей этой ситуации? Если честно сказать, я бы готова была убить на то, что я видела, как они его за волосы, девочка подошла просто вот так вот, помогла им затащить его в класс. И за то, что они его в классе вот так вот за руки, за ноги тащили, вот этот порожек у них, и он в это время говорит, что он ударился об порожек. Почему он и боль почувствовал сразу же? А вы с родителями этих детей общались? Нет. Я даже не знаю этих детей поименно, и я не знаю родителей. И, во-первых, даже школа, просто прощения даже не сказали. Извините, что так получилось, что вот учительницы, допустим, они видели. И с детьми не общались? И с детьми. Уже как бы я успокоилась, а так я говорила о том, что я бы с родителями поговорила, пускай они у него просят прощения. Он изначально говорил тоже, почему они со мной так поступили. То есть вы просто хотите, чтобы дети, просто перед ним извинились, да, он попросили хотел, прощения. чтобы просто перед ним извинились. Так как меня сейчас они обвиняют, что это я во всем виновата, Они это кто обвиняет? Школа. В чем вы виноваты? Вообще то, что вот это вот все вот я в соцсети это выложила, потому что неоднократно люди обращались, и я также просила помощи о том, что вот буквально за неделю, может быть, за 5 дней я с ней подходила к директору и говорила, поговорите, пожалуйста, чтобы она его дебилом не называла при детях. Да, даже так было. Она говорит, вы что, вообще хотите со мной отношения испортить? И дети обзывали его также дебилом, а его это задевало, одноклассники. Его одноклассники? Да. А вот сейчас то, что вот начали проверки, Следственный комитет, они хотят, что уголовное дело возбудить или административное? Уголовное дело. У них охранники, вот я захожу спокойно в школу, они сидят, то чай пьют, то в телефоне лазят. То есть они видели, что происходило, и они бездействовали, да, они и на камеру никак все не вмешались. Видят на камеру. При них там дети также дерутся. А вы до этого не понимали, что вот эти случаи вот часто происходили? Что вот он не издеваются? жалуется у меня. Он не жалуется. В группе, да, родители писали, что там ребенок толкнули, там ребенка пиханули, что вот это вот я видела, но у меня такого не происходило. Дети другие жаловались, рассказывали родителям. Сейчас сколько, месяц, да, прошел после этого случая? Больше, почти 2 месяца. Почти 2 месяца. Вот что-то поменялось в школе? Стало меньше вот этих вот издевательств? То же самое в группе пишут. Моего толкнули. Продолжается. Да. То есть это чаще всего случается, что не ровесники между собой, а что именно старшеклассники издеваются вот именно старшеклассники, то, что... над младшими. Вы говорили, что вы сейчас еще психологу водите. Да. А это не психолог, а психиатр. Это частная какая-то? Да. Вы за это еще и платите? Да. А сколько занятия стоит? 1000 рублей. И много уже проходили? Да всего лишь там 6 занятий. Сходили уже? Да. А еще сколько нужно? Ну, она сказала, еще 2-3 занятия только. Помогает ему? Или это просто... Ну, конечно. Помогает? А они вот эти все проблемы, вот эти неприятные воспоминания, они все прорабатывают. Да. А вы сами заметили, что он, как-то... Спокойнее стал. Он стал спать, еще не так прям спит. Но до этого он дергался, он спал и дергался, а сейчас он спокойно спит. Это... Он бывает вот так спит, раз соскочит, так со страха такой смотрит. Это на него вот этот случай такое влияние оказал. Да. Я, насколько знаю, там и учителя же мимо прошли. Мимо учителя, 3 учителей проходило. Никак вообще не реагировали. А ты, когда вот учителя проходили, ты им говорил, что помогите мне? Когда близко приходил учитель, они говорят, Чеша, а то будем дольше это делать. Я Попросить. кричала.
кричал, Да. и они ничего не сделали? Это он просто криком кричал от того, что... Но он же не думал, куда ему деваться. Вот он и метался. Были еще такие случаи, ну, что вот так вот парни приставали, там, докапывались до тебя? Да. И раньше были? И вот эти же старшеклассники? Ладно бы, если бы это были бы ровесники, вот я понимаю, да, там с ровесником ты можешь как-то еще попытаться дать сдачу, либо еще что-то. А когда, ну, ты сам еще маленький, и на тебя лезут старшеклассники, да, но это вообще ни в какие ворота не лезет, что, ну, как вот так вот можно, да, он не может ничего сделать, особенно если их несколько. Ну, прям для меня дико, что, ну, Нет, что там такое больше происходит. было. Больше было? Сколько? Я сам не знаю. А старшеклассники это какие классы были? 6-7 класс. И вот они так второклассника. Да. Они к ним постоянно заходят в класс, не только к ним, вообще вот с младшими так обращаются. На видео на одном видно, как и учительница там постороннего ребенка из их класса схватила за шею, завела в класс, получается. Видно, как детей там они, старшеклассники, что переворачивают, за шею хватают. Ну там как бы видео есть, 45 минут оно длится, А это вроде бы. в полицию передали? Да, это видео как бы есть. Вот мы смотрели там с ними, я все это видела. Что? Заходят просто так и дают всегда шалбаны даже. А как ты думаешь, почему они именно вот, ну, тебя решили обидеть? Я сам не знаю. И я думаю, что сейчас ты можешь вообще в этом плане, что тебя сейчас будет кто-то обижать, можешь не беспокоиться. Я думаю, десятки и сотни детей, твоих ровесников старше, в нашем городе сейчас будут тебя защищать. То есть, не дай бог, тебя кто-то обидит, вот, и я думаю, они за тебя будут все заступаться. А ты хочешь в эту школу обратно? Не хочешь в эту школу? А ты не хочешь, что боишься, что опять эти парни будут тебе, да, доставать тебя? Мы его каждый раз встречали, он же сам не может ходить, выходить, и ходить до школы. Мы его всегда встречали. Он один не ходит, он один не гуляет. Он вон даже в ограду боится выйти, он просит племянника, своего брата, говорит, пойдем погуляем. Он один не выходит. То есть он и раньше не выходил, боялся, да? И до этого, да? Да. А почему? Ты чего-то боишься на улице? Потому что я зашел в YouTube, там был у меня на первой строчке виртуальные очки там какие-то, а потом там я увидел, что монстр. Монстр? Но их же не существует. Ты чего? Не, ну в любом случае, как бы ему одному просто скучно, наверное. Ну что ему там ходить, болтаться, а так вот, ну хоть с кем-то, да? С кем-то интереснее У гулять. нас песочница летом. Также и бассейн летом делаем, и качели у нас есть, и одиночная качеля есть. У меня маленькая выходит, и племянник выходит, также играет один и ничего. А он сам по себе, он боится, он даже боится на кухню выйти. А на кухне тоже, что ли, монстр? Ему кажется, что кто-то за ним следит. Тоже монстр на кухне? А вот он насмотрелся вот этих ужастиков, что из шкафа вылазит. Если дверь открыта, допустим, на ночь остается, он говорит, закройте дверь. Ты не бойся, это просто у тебя такое, ну, детское воображение гуляет, можно сказать. А пельмешки часто делаете? Постоянно. Каждый день. Да? Вареники дети любят. Пельмени, они обожают у нас. Ну да, у вас семья большая, надо это много пельменей делать каждый раз. Наталья, а вы, получается, сейчас, ну, из-за того, что приходится сидеть, тоже постоянно То, работаете? что много ходить, пока не работаю, не нашла работу. А до этого где работали? В Red Hot Pizza работала кассиром. А сейчас в поисках или вы ждете вот сейчас пока Нет, он... в поиске. А образование какое у вас? Средняя. Работали кем вот в В это основном время? в общепите кассир. Ну, я не знаю, может быть, кто-то, ну, вот среди наших подписчиков, у кого есть это какой-то, может быть, бизнес, и требуются вот сотрудники, вот, кассиром, напишите мне там Инстаграм, ВКонтакте, я вас сведу, и небольшое собеседование пройдут. Может, дай бог, получится тоже в этом помочь. У нас был тоже герой, ну, девочка Вика была, вот у нее тоже, она то ли сальто она сделала, то ли что, и повредила спину, и вот тоже так же в корсете ходила, и вот либо лежала, либо стояла. На йоге она что там? А, вот на йоге она сальто сделала, да. Пойдем до машины, дойдем? Ты кто пришел? Да. Ну или давай я быстренько сбегаю. На самом деле так еще неудобно получается. Мы только сейчас узнали, что есть у Натальи еще младшая дочка, ей 3 года. И, конечно, для нее подарков не взяли. Когда уже в следующий раз, когда поедем, я думаю, возьмем. Пойдем. Вручать подарок.
Так, нам тут гномики сказали, что ты хотел себе вертолетик. А это где младшая у вас? А вот она, да. Держи, а мы тебе взяли сладости. И в следующий раз тебе какую-нибудь игрушку привезем. Какую ты хотела бы себе игрушку? Куколку хотела бы? У меня есть кукла. Есть кукла? Маленькая. Маленькая? А если Да. большую куклу хотела бы себе? Ну, я... Нет. Нет? У нас есть А какую игрушку ты хочешь? как... Какую-нибудь? Ну, да. Ну ладно, маме потом скажешь, хорошо? Да. А мама нам передаст. Да? Тебе сколько лет? 3 годика? Уже Да. большая? Да. Нравится тебе в садике? Ну, да. Так, кстати, на вас прям похоже, прям копия вылитая. Че, будешь запускать вертолет? Давай попробуем, мне самому интересно, я ни разу не видел. Да, Запускаю. Вот твоя машина. Да. Привет. Управление тоже. Держи, это тебе. 14 можно делать блок или нет? 5, 15. Я потихоньку. Ой, вот тут надо, мне кажется, его на улице где-нибудь запускать. Ты разобьешь его, он не будет летать. О, ничего себе ты его поставил. Оп, поймал, ничего себе, реакция нормальная у тебя. Я, знаете, еще удивился, мы же подарили вот Кириллу и машинку, А мы всегда И- даже и на вертолет. день рождения, да, мы дарим два и он подарка. взял машинку, отдал, это брат, получается, его, отдал машинку брату. У него день рождения, мы ему покупаем подарок и тому покупаем. И если у того день рождения, значит, на двоих покупаем. Ты прям вообще без слов просто взял, Да. отдал игрушку, прям молодец. Потому что мы всегда с ним вместе играем. Вместе гуляем. Брат за брата. Да. А мы наоборот тебя. Ой-ой-ой, Супер, Даша, ты поймалась. Да я попала. все, волосы целы у вас? Если даже его толкали, и до этого толкали, он всегда уходит от конфликта. И он там убегал, он за дверь Да видно, что прятался. не конфликтный он. Не, это 100% это ошибка и, ну, родителей, которые неправильно воспитывают своих детей. 100%. У них родители, они состоят на учете по делу несовершеннолетних. Вот поэтому. Этих родителей сами когда-то родители их недовоспитали, какие-то ценности не привили. И сейчас, ну, они, соответственно, если они сами, ну, это у них не привито, они детям это не, Но они так и поступают, не как и с передадут. ними, так и они поступают. Да, А куда они агрессию да. свою будут возмещать? А вы сейчас, получается, ну, живете, грубо говоря, вот у мамы пенсия какая-то И есть. сестра работает. И сестра работает. Плюс вы говорили, на подработке сейчас тоже ходите по выходным. Ну да. У меня вообще только работу сейчас вот самое главное найти. Потому что это лечение, это же массаж, этот бассейн, он платно идет. Там написано, что нужно будет проходить ровно месяц бассейн. Ну, массаж месяц очередь свою ждать, это от поликлиники. ФК сказали, что я могу сама дома ему проводить. У меня есть друг, реабилитолог, то есть он и там после инсультов людей поднимает, останавливает. У меня жена ногу ломала, он сейчас ей помогал восстанавливать. Можно будет пригласить, он прям на дом приезжает. Узнайте, какой именно массаж нужен будет. Мгм. Я у него спрошу, делает ли он такие. Если делает, он к вам походит, вам в этом поможет, я думаю. И по бассейну тоже узнайте. Мы тоже вам с бассейном поможем, все оплатим, пусть ходит. Ты сам хотел бы каким спортом заниматься в будущем? Боксом. Красава, давай кулачок. У нас есть знакомый тренер, у него есть своя школа единоборств. Будешь ходить? Мы тебе купим перчатки, купим хорошие перчатки, форму тебе. Будешь заниматься? Там, я думаю, у тебя много друзей сразу найдется. Будут и ровесники, будут и старшие. Я думаю, они тебя будут все обучать, будут тебя поддерживать. И, не знаю, будете вместе гулять, ходить, и найдешь много друзей. На самом деле, очень важно ребенка все равно, даже если он в будущем не будет продолжать заниматься, все равно отводить на единоборство. Потому что, во-первых, это учит там за себя постоять, в будущем за свою девушку, там, за родителей и так далее. И на всякий случай там, уметь обороняться и дать отпор
в необходимой ситуации. Это нужно. Если надо будет, я думаю, среди наших подписчиков есть тренеры по боксу. Находимся рядом с железнодорожной больницей. Если у вас где-то здесь недалеко есть, может, какие-то залы, и вот вы там тренируете по боксу, напишите, пожалуйста, тоже. Будем вам очень благодарны. Ждем от вас информации по массажам, по бассейну. Ну, а там дальше уже по ситуации будем. Ну и по работе, если кто-то к нам напишет, я вам тоже позвоню. У нас есть в машине еще один сюрприз для тебя. Можно было бы, конечно, и с мальчиком поговорить, как это все произошло, но мне кажется, это и так у него какая-то детская травма в любом случае. И так как с ним сейчас работает психолог, где они пытаются, да, проработать эти моменты, и сейчас говорить, задавать какие-то вопросы, чтобы он окунулся в это прошлое, что-то рассказал, это будет неправильно, там он может и заплакать тоже, в общем, это какие-то такие ненужные вещи. И так понятно, что случай дикий. И самое важное во всей этой истории, чтобы родители говорили со своими детьми. И там же есть и другие дети из нормальных семей, чтобы эти родители объясняли, что если обижают слабых, чтобы они заступались и помогали, не давали обижать детей. У людей просто травмы остаются после детей после таких случаев. И тоже учителя, там, не знаю, пообщайтесь друг с другом, как-то проведите беседы, администрация. Прям слов нету. Жесть, такого не должно быть. Тебе еще один подарок. Можешь распаковывать. Есть догадка? Наверное, большой самолет или машина. Настоящий, да, самолет? Лего. Спасибо. Пожалуйста. А такого не было, чтобы конструктор... Смотри, я так понял, что здесь какая-то идет осада, нападают, видишь? То есть тут ворота, пытаются кто-то пробраться, я так понимаю, здесь есть дракон. Значит, плохие нападают, а ты будешь защищаться от плохих. То есть тут с башен можно стрелять там. Я думаю, разберешься. Если что, мама тебе поможет соврать. Ну, либо с братиком. А вот, кстати, еще по компьютеру занимаетесь вы? Что-то делаете? А он у нас опять сломался. Но Нельзя сильно долго на нем сидеть. А с чем связано? Там плата какая-то, вот она перегревается, и компьютер сам отключается. И вот можно через час, там, через полчаса включить. Может быть, надо его почистить, либо поменять пасту поменять, по процессоре. Мы тоже по этому вопросу узнаем. Если что, отправим подписчика нашего, кто вызовется помочь с компьютером. Придет вас, посмотрит тогда. Хорошо? Может быть, в этом тоже удастся помочь. Ладно, уже вечер, поедем мы. Друзья, что хочу сказать, что у них отличная семья, отличные дети растут, и просто в этой семье, случилась, можно сказать, такая трагедия. Я вам уже вот до этого все сказал, что я обо всем думаю. Эту семью мы не оставим, потому что сейчас у них там и с заработком проблемы, поможем и с бассейном, и с массажем, вот к Максиму обращусь. Дай Бог, будет все хорошо, будем держать связь, и в будущем, сейчас, когда снимут корсеты, мы когда все это узнаем, мы к вам вернемся с новым выпуском. На сегодня это все, друзья, подпишитесь на наш канал, поддержите, если хотите увидеть продолжение этой истории и других наших историй. Мы вам будем очень рады, и подписывайтесь на Инстаграм. На этом все. Увидимся с вами через неделю. Пока.